Привет, это вторая торговая сессия уже за сегодня. Также думаю позаключать еще немножечко сделок, но постараюсь держать себя в фокусе, не заходить в какие-то плохие ситуации и постараться максимально подбирать сделки по стратегии. Начинаю я с 1060 долларов, риск на сделку у меня 1,5%, на всю торговую сессию 5%. То есть, если у меня баланс опускается к 1010 долларов, то я останавливаю данную торговлю. А так буду смотреть какие-то интересные ситуации, возможно, найду. И вот последнее время, думаю, определю именно больше времени самим торговым сессиям. Так, мне понравилась вот здесь ситуация. И решил я быстренько в нее зайти. Монета очень волатильная, поэтому думаю, сделка тут будет довольно-таки быстрая. Мы видим, что у нас монета активно растет, и в какой-то момент все откаты, скажем так, которые начали у нас делаться, они очень агрессивно выкупаются. Также мы вот здесь постояли на максимумах, и в принципе у нас движение вверх начинает продолжаться. И эти все факторы для меня играют, скажем так, такую роль, что создается впечатление, как будто у нас движение вверх будет продолжаться, и вот здесь трейдеры могут открывать движение дальше по тренду и попытаются, как мне кажется, открывать больше лонговые сделки. Именно поэтому я открывал здесь шортовую сделку, потому что мне показалось, что в моменте вот здесь на максимумах трейдеры будут открываться на продолжение движения. Поэтому я открыл здесь шорт, получил быстрый импульс вниз на сбор стопов всех тех, кто вот здесь заходили. И эта сделка у меня закрылась по тейк-профиту. Решил я здесь еще раз открыться, и снова у нас импульс в нашу сторону. Быстренько сделку закрыл буквально в доли секунды. Только открыл сделку, потому что я увидел, что у нас движение вниз не пошло. Мы дальше начали плавненько поджиматься, но мы поджимались довольно-таки медленно. И дают возможность всем трейдерам заходить здесь на продолжение движения. И все-таки снова случился импульс вниз, и снова их побрило всех тех, кто заходил здесь на продолжение движения. Это я так вижу, я не утверждаю, что на самом деле все так. Мне просто кажется, что если дают возможность трейдерам заходить по тренду, ставить какие-то короткие стоп-лоссы, то вполне возможно, что мы пойдем за стопами тех самых трейдеров, которых заманивает, скажем так. Вот, и еще одна получилась отличная быстрая сделка. Открыл я еще одну сделку по вот этой вот монете. И надеюсь, зашел я в хорошем месте. Но тут уже ситуация у нас чуть-чуть отличается. Мы видим, что у нас монета продолжала движение наверх, был резкий импульс, но само движение наверх у нас не происходит. Мы понемножечку начали замедляться, и сейчас начинается у нас плавное такое снижение на низ. И такое создается впечатление, что сейчас у нас роста, скажем так, пробития какого-то там 15 центов не будет. И вполне возможно, что цена снова пойдет на какой-то откат. На этом фоне мне показалось, что вот здесь у трейдеров появляется возможность заходить с коротким стопом в шорт и ловить либо же полноценный какой-то разворот, либо же просто откат. И поэтому я открывал здесь лонговую сделку, потому что, как мне показалось, большинство вот в этом накоплении и вот прямо сейчас заходят в шорт. Но, возможно, я зашел в плохом месте, нужно было чуть-чуть подождать. А возможно, будет все хорошо, но посмотрим, как данная сделка закроется. Ну, все, отлично. Лучшее. Можно, конечно, подождать было, вот пробой 15 центов сейчас может произойти, и там еще какой-то сильный импульс быть, но я не рискую, я беру свой take profit и просто закрываю сделку. В принципе, у нас произошло все, как я и рассчитывал. Скорее всего, вот здесь заходили трейдеры, которые ожидали какой-то откат, либо же разворот, и мы все-таки дали еще один импульс вверх и успешно их побрили и закрыли по стоп-лоссам. И я заметил, что вот эти три сделки у меня были довольно-таки очень хорошие. И я взял у них take profit намного больше обычного. Поэтому у меня баланс относительно сильно вырос. И, наверное, на этих значениях данную торговую сессию я буду закрывать. Так как если вдруг сейчас будут дальше идти какие-то убыточные, мне морально будет чуть тяжелее торговать.
И, наверное, лучше на этих значениях я сделаю перерыв и, возможно, чуть позже, там вечерком, еще одну торговую сессию запишу, поторгую. Но сейчас лучше сделать перерыв.